Привет, друзья! Еду на осмотр двух вариантов. Сегодня у нас 18 декабря, утро. Варианты эти в 11:30 будем смотреть квартиру на Авениде Колон, которая 45 квадратов. И затем в 3:30 посмотрим зелененький домик. Я нахожусь перед зданием, квартиру, в котором мы сейчас будем смотреть. Входим. Так, мы вышли из лифта и углубляемся в здание. Вот такая темнота. Кнопочки с таймером. F. Угу. Recién pintado, ¿sí? Bueno. Esto es eléctrico, ¿no? No hay gas. No hay gas. Ajá, bueno. La cocina es eléctrica, o sea, tiene para la cocina ahí, una cocina eléctrica, termotanques eléctricos. ¿Y qué es esto? Eso con una cocina puesta a gas. Ah, pero no hay gas en el edificio. El edificio no tiene gas, pero tiene la conexión para el gas. ¿Van a conectar en algún momento o no gas? Sí, bueno, todo un proyecto, un protocolo de visual, ¿no? Ajá. Pero, ¿cuál es el tema de calefacción? Sí, yo veo. ¿Y el tema de calefacción? ¿Solo por aire acondicionado? Por aire acondicionado, sí. Si es eléctrico, aire frío y caliente. Ok. Y acá estuve instalado un aereo. Ahora eso con el aire. Ajá. Eso con el aire para no montar el gas, porque si no, con el aire acondicionado. Ага. Ahora tenés la ventilación de la ventana y da la color, nosotros estás al fondo. Vos. Вот эта пешеходная улочка там внизу. Посмотрим санузел. Así lo que es el baño, ¿vale? Ага. No es tan amplio entre... для кукарача. Тараканчик убежал. Оп. Окошко вот так может открываться на проветривание. Ну, в общем, ясно. Ох, какой красавец. Большой. Не бойся, я тебя не потревожу. Este es para qué puede ser? Para Y ahora para un mueble. Para mueble. Ага, bueno. И балкон. Ну, на балконе можно столик, стульчик поставить. Солнца здесь не будет никогда с этой стороны, потому что оно вот там восходит, обходит здание с той стороны и садится уже там. То есть вы просто будете видеть светлую улицу. Тут вообще моя идея была изначально в том, чтобы вот эту часть отгородить. Тут есть одна отдельная спальня, и здесь можно было сделать еще одну небольшую спаленку или кабинет, где разместилась бы одна кровать. Вот, например, здесь односпальная кровать, стол, шкаф. Здесь была бы стена по вот этой вот линии. А здесь разместился бы что-то типа зала, ну или гостиной с там диваном и телевизором. А здесь мог стать кухонный стол. То есть, в принципе, вот это все пространство до этой линии можно было использовать как кухню-гостиную, такую компактную, если это грамотно зонировать. И возведение этой перегородки было бы совсем недорого, если из гипсокартона сделать. И мы получили бы в итоге целых две спальни. Если как проект под сдачу, было бы даже окей. Кроме тараканов, которые будут доставлять проблем, там еще штука в том, что очень короткое время работы вот этого таймера. Ну, я думаю, что это настраиваться должно. Но, в общем, длинный коридор, который ты проходишь, ты треть или четверть времени проходишь в темноте, потому что нажимаешь кнопку, и таймер гаснет буквально через 5 секунд. Тебе до следующего выключателя, расположение которого нужно знать на память, идти нужно в темноте. Санузел очень тесный, непонятно зачем туда влепили биде.
можно было ограничиться одним лишь унитазом и просто подключить к нему такой гигиенический душик. Сейчас еду параллельно Авениде Пуэрредон. Ну, здесь обычный спальный район. Не сказать, чтобы прям супер страшно. Дома такие, ну, не обшарпанные, нормальные вроде. Машины нормальные стоят. В целом, обычный спальник, короче. Не какая-нибудь промышленная зона, да, есть какие-то гаражики, какие-то ангарчики. Вот это я уже подъезжаю. Тут платная парковочка. Видны здания Новой Кордовы. Следующий поворот налево будет наш. Место, конечно, супер классное, супер стратегическое. Но черт побери, студия звукозаписи. То узнать, какие часы она вообще работает. Итак, мы прибыли на место, и давайте будем снимать без прикрас. Тут мастер проводил подключение или отключение сервиса интернета. Вот эти кабели, которые висят. ¿Vas a sacar estos cables? ¿Cómo? Es lo tengo que poner. Ah, tienes que poner. Ah, Sí. bueno, son nuevos. ¿Haces la conexión? Mantenimiento. Ah, mantenimiento. Bueno. Cortaron el cable que está caído ahí. Ага. Arrancaron, entonces cambia. Ну, короче, он сказал, что делает сервис. Если я кабели такие вижу в городе, они не под напряжение, потому что это кабели интернета. Так, минуточку. Куда я приехал? Я не туда приехал, да? Чик. Да, немножко ошибся. Это я еще одну квадру не дошел. Ну, в общем, плюс-минус угадал. Меня сразу риэлтор предупредил, что поскольку там внутри находятся вещи жильца, то по вопросам приватности там снимать нельзя, понятное дело. Так что снимем снаружи, и если получится, снимем крышу. Я не дошел одну квадру, но не в том направлении. Но не зря зато сделал круг. Увидел, что здесь вот лежит на улице матрас. То есть кто-то живет прямо на улице. Так, террасу мы все-таки запишем. Ahora se usa como el depósito. ¿Sí? Exacto. Ahí tenés el ventiluz que vos le sacaste foto, esa es la ventilación. Ajá. Y esta es toda la cañería nueva, así se ha hecho para adentro. Con el caño fusión, Sí. que es toda la cañería, al tanque que también Tanque es nuevo. Ujú. Bueno. Este es el tanque Los de otros los vecinos. La pared llega hasta ahí donde vos ves ahí esa pared, Ajá. donde está agarrado ese mueble, esa es la pared ya, el separador. ¿Cómo lo ves en nivel jurisdicial? Si se puede construir un techo, Mirá, los ahí paredes. tenés, ahí tenés construcción en planta alta, construcción en planta alta, construcción en planta alta. Entonces todos lo hagan. Se puede hacer como estos vecinos, por ejemplo. Ahí tenés al frente también lo mismo, planta alta, construida. Sí. Tenés acá también el frente construido en planta alta, Sí. acá también. ¿Se puede? Solo este. Eso no, eso, a ver. Esto, el techo iba a ser a esta altura. Igual que, Ah. igual que ahí, al igual que ahí. Ah, Pero bueno. cortaron, dijeron, no, no lo vamos a hacer a esta altura. Y, sí, y lo hicieron más bajo para poder aprovechar acá arriba Ajá. como terraza o si quería seguir edificando. Y este es el techo de los vecinos, entonces no es de esta casa, ¿correcto? El techo llega, no, el techo es, ¿cómo te puedo explicar? Desde la pared esa que está ahí, Sí. de esa pared para allá es Sí. techo del vecino. Sí. De esa pared para acá ya es todo propiedad de esta. O sea que esto es de acá. Sí, bueno, yo estoy preguntando para entender qué se puede hacer acá en tema de proyección. Los muros son bastante altos y para hacer las ventanas o hay que bajar los muros, o hay que subir el piso. Ну что мы имеем в результате? Осмотр состоялся. Вот за моей спиной этот дом. Я показываю вам его сейчас в таком ракурсе, чтобы показать, что у соседей у всех этажи вверху надстроены. И я увидел то, как это выполнено у соседей, довольно прилично, уютненько даже. Но у них пол второго этажа сильно выше,
И здесь, в этом доме, я, если честно, даже не знаю, как лучше было бы решать этот вопрос. Либо поднимать пол, либо просто в этих стенах вырубать окошки. Но я боюсь, что вот со вторым вариантом могут возникнуть осложнения, потому что я тогда, так сказать, испорчу облик здания. И еще важный момент, что вопреки моим ожиданиям, здесь, ну, этот домик вообще маленький, то есть внутри я его посмотрел, очень тесный. И вот где видна разница в цвете между кирпичом, вот эта часть это соседняя, то есть вот это вход соседей. И, соответственно, крыша точно там же разделяется. И у них есть второй этаж, у них потолок повыше. А здесь второго этажа нет. И тут я даже не знаю, или делать вообще капитальную полную реконструкцию или что. Но лестница подъема на второй этаж слишком крутая. Пользоваться ей на постоянной основе будет совсем неудобно. И поэтому как инвестицию рассматривать этот вариант с целью сдавать кому-то, не знаю, насколько хорошая идея. Я сюда ехал по наводке на студию звукозаписи, поэтому я перепутал. Я почему-то тогда себе так придумал, да? Но по факту тут, значит, должно быть не так уж громко. То есть этот минус снимается. Но остается другая пища для размышления. Железобетонный каркас. Вот вы можете видеть торчащую вверх арматуру по углам. Это таким образом выгоняются колонны. Там вот дальше тоже. Опа. Между пролетами кирпича есть место, где собирается, вяжется арматура, и потом позже будет заливаться бетон. И вверху уже собрана опалубка для армопояса. То есть так и делается следующий этаж. Дополню еще такой информацией, что мы в итоге поговорили с Марсело, так зовут текущего арендатора. В принципе, можно будет договориться, сняв с него обязательства оплаты последних, например, 2-3 месяцев и, например, обязательство перекрашивать стены, потому что оно, напомню, по аргентинским канонам и правилам лежит на арендаторе. Ребята, очень прикольная штука, вставка такая, я вообще не знаю, к чему привязать, но в Аргентине сбор мусора происходит совершенно по-чокнутому. Если вам нужно выбросить картон или бумагу, вы не можете это сделать, просто упаковав и положив где-то на улице или найти какой-то специальный контейнер для этого. Если вы это сделаете, вас попросят упаковать в целлофановые мешки и увезти куда-то, ну или оставить, чтобы мусоровоз за ними приехал. Зато есть вот такие ребята, которые ходят по улице и собирают везде этот картон. И вот я договорился с ним. Entonces, muchacho, puedes visitarme y retirar todo lo que tengo. Bueno, entonces, ¿cuándo te dan cartón o papel y te pagan algo? ¿Y qué monto? Casi un euro. ¿Casi €1? Bueno, entonces te digo mi dirección. Pongo un papel ahí y pega el papel. Сейчас мы возьмем на заправке ручку, и этой ручкой напишем ему мой номер телефона и мой адрес, чтобы он ко мне пришел за картоном. Да, при этом будьте осторожны, потому что нужно соблюдать границы и устанавливать их, потому что когда они видят гринго, так называемого, а так латиносы называют всех, кто похож на европейца или на американца. Это причем звучит не всегда даже со злобой. Короче, когда они видят гринго, у них естественное возникает желание нажиться. У нас с вами, давайте признаем, когда-то тоже такое было. Так вот, сейчас, когда мы с ним уже договорились, что он ко мне придет, он говорит: ну, слушай, чувак, мне ж только правительство за это ничего не платит, поэтому будь готов, ну, там, 1 евро, и, может, у тебя есть что-то, одежда какая-то ненужная, там, еще что-то. Я говорю: друг, я бы с радостью помог тебе, но у меня нету больше чего тебе дать. И у меня есть 2 варианта. Или сжечь этот картон, или кому-то отдать. Он говорит: ладно, я приду заберу. Направляюсь в клинику на первый постоперационный контроль. На этот раз уже не по страховке, а за свой счет. Вот заодно и посмотрим, сколько стоит прием у доктора. Возьму эти выходные, чтобы маленько перегруппировать мысли и, наверное, определить новые
ориентиры. Друзья, привет! Сегодня 22 декабря, вот сейчас уже цейтнот чувствуется самым ходом. Еду на осмотр квартиры для клиента в центре. И есть еще несколько своих жизненно важных задач, которые тоже нужно решить. Сейчас будет проводиться осмотр квартиры для клиента на улице Соль-де-Маджо, 646. Вот вход в здание. Вошли мы в квартиру на первом этаже по аргентинским меркам за $35 тысяч. 45 квадратных метров. Оп, промеса. Традиционно шкаф. Солнышко будет целый день отсюда идти. И кухня. Ну, кухня довольно просторная. Мы вышли на улицу, и вот видно, откуда в подъезд попадает влага. То есть вот как раз ночью был сильный дождь. Это так сделан короб водосточный. Он сделан из какой-нибудь жести и чем-то поштукатурен. И он, по всей видимости, с той стороны не закрыт. Здесь тоже капает. И во всем подъезде весь этот, прошу прощения, весь этот стояк мокрый. Вот руку приложить, он весь мокрый до самого низа. И вот такой длинный коридор, чтобы выйти на улицу. Ну, это может и неплохо. Вот, кстати, еще один пример того, как делается. Это вообще какой-нибудь фиброцемент или что-то такое. Если вы помните, в прошлом выпуске я рассказывал про квартиру, которую администрирую, и про другую квартиру, которая находится под ней, и где протекает потолок. Так вот, сегодня, после осмотра квартиры для клиента, и вот как раз сегодня, это день после ночи, когда шли сильные дожди, мне сбросили еще видео из той же квартиры, под той, которую я администрирую. И посмотрите, пожалуйста, у меня сложился пазл. Там тоже идет вентиляционная шахта. Tengo el enchufe todo mojado. Bueno, ahora es todo el baño. Ahí. Ajá. Todo el baño. Так что поедем завтра и посмотрим, что там к чему. Вечер 22 декабря. Времени остается совсем немного. Пишем по-честному, без режиссеров, без сценаристов. Ситуация сложная, реально. Я многое обдумал, очень многое поменял в уме, и до сих пор не могу сказать, что я до конца определился, потому что я не знаю, это или мое плохое качество, какая-то переменчивость, или хорошее, типа гибкости и умение адаптироваться к новым обстоятельствам. Но суть такова. Если у меня план А был изначально ехать на участок, начинать там строить бытовку, и потом из этой идеи, точнее из этого плана еще возникла мысль монетизировать сам этот процесс, потому что я могу построить качественно, и тогда возникла идея создания такого бизнеса. Понятно, для создания бизнеса недостаточно просто идеи. Каждую гипотезу необходимо тестировать, нужно изучать рынок и так далее. И когда на прошлой неделе, в конце недели, я стал сильно сомневаться в резонности покупки чего-то сейчас, здесь, в Кордове, потому что это меня практически лишает запаса финансового и оставляет очень много рисков, я в выходные изучал вопрос по бытовкам, и что нашел? Есть китайские, это даже не бытовки, а такой складной типа контейнер,
За $4400, но он с доставкой и со всем остальным обойдется, наверное, в девятку-десятку, и при этом все равно будет пустая железяка. Хотя нет, вру, в девятку-десятку он обойдется, скорее всего, уже даже с минимальным оснащением, если самим потом это делать. Я сегодня еще пролистывал Facebook в поисках квартир все-таки и наткнулся вот на такие домики. Тоже интересный вариант и примерно из той ниши, которую я думал занять. Думал, что здесь этого нет. И вот хорошо, что мне попался этот вариант, потому что я более внимательно изучу, отправил запрос на получение дополнительной информации у продавца, хочу изучить, хочу съездить посмотреть, но это я отложу, наверное, на потом, как стратегически менее важные сейчас ходы. Потому что я стал понимать, что в целом ниша есть, она не супер насыщена сейчас, но что-то в ней уже есть. Поэтому нужно сперва изучить конкурентов или возможных конкурентов, и тогда уже делать выводы о целесообразности и необходимости. Дальше. Сегодняшний день привел к каким результатам? Я посмотрел одну квартиру для клиента. Она ему не понравилась по нескольким причинам, потому что там не очень хорошее качество строительства всего здания в целом, но и очень важный момент именно в юридической плоскости, потому что вот сейчас я сделаю вставку, чтобы вам объяснить тонкости вот этих всех вопросов с эскритурой. Итак, вставка. Что такое эскритура? Это сертификат на право пользования или на право владения недвижимостью, каким-то имуществом. И эскритура бывает нескольких типов. Эскритура де посесьон, это значит свидетельство о владении. Есть эскритура дефинитива публика, то есть это уже окончательное, это значит, что он вам полностью принадлежит. Владение подразумевает, что вы как бы оккупировали и занимаете эту территорию. Можете это подтвердить, что вы там такое-то количество времени здесь живете, возможно, платите там какие-то налоги и все такое. И по истечении какого-то времени, имея на руках эту эскритуру де посесьон, можно запускать процесс усукапьон. Это узаконивание вашего пользования. И тогда уже в конце этого процесса, который занимает около года, и это я знаю потому, что я продал один такой объект белорусам, кстати. И как раз сейчас они запускают процесс усукапьон сразу на их имя, чтобы эскритура публика делалась на их имена. В общем, в этой квартире, которую мы смотрели для клиентов, есть какая тонкость. Когда строится здание, изначально, когда здания нет, это просто участок, кусок земли. Это один объект недвижимости. Его покупает застройщик, оформляет на себя сначала эскритуру на сам лёте, на сам кусок земли. Затем, когда возводится здание и оформляется его завершение, получается сначала одна единая эскритура на все здание целиком, как на один объект недвижимости. И штука в том, что конкретно в этом здании ситуация такая же. Оформлена одна эскритура целиком на все здание. И это подразумевает также, что там один входной счетчик воды и электричество. И все, я так понимаю, делится пропорционально. Я могу здесь заблуждаться по части электричества, но по воде обычно это так. И сам процесс субдивизион, это так называется как раз подразделение на более мелкие объекты, он занимает время. Риэлтор, который нам вчера показывал квартиру, сказал, что обычно занимает 3-4 года, но в его практике есть случаи, когда это было и все 7-8 лет. У моего клиента нет времени ждать столько, потому что он планировал пожить в Аргентине, пока не получит аргентинский паспорт, как делают многие хитрые люди, не только, кстати, русскоязычные, и затем поехать путешествовать по миру, почему бы и нет, с таким-то паспортом. Вот такая информация.
Кроме этого, сегодня я съездил вечером на просмотр одной квартиры двухэтажной прямо в центре города в краткосрочную аренду, помесячно. И на осмотр было 4 претендента, включая меня, вы представляете? При этом цена $370, плюс там отдельно будут оплачиваться expenses, то есть расходы, комиссия риэлтора и так далее. И парень Люк, который был передо мной, американец, он выразил желание снять эту квартиру на год. Вообще, сказал, что он ожидает гражданства здесь, ожидает аргентинского паспорта, поэтому вот готов резервировать. И тут я подметил еще интересный момент. Он, когда общался, использовал чат GPT в качестве переводчика. То есть он просто настроил его таким образом, чтобы на все его аудиосообщения чат GPT давал текстовый перевод на испанский язык. И ровно таким образом он общался с риэлтором. Короче, я понял, что шансов у меня нет снять это. Нашел несколько других вариантов. На завтра договорился на осмотр одного. По второму написал и сразу предложил резервировать. Но там прямой хозяин сказал, что у него уже хотели резервировать завтра. Вот если не подтвердят, то он тогда сдаст мне. То есть с арендой жилья тоже не все так просто и не все так дешево. По этой причине я снова мыслями стал возвращаться к покупке, но чего-то максимально бюджетного. И здесь это может звучать странно, это может быть у меня просто у самого уже к вечеру шарики за ролики закатились, но я снова вспомнил про домик за 22 тысячи. Нашел на предыдущем видео номер телефона Марсело, это парня, который там сейчас живет, и спросил у него, он пока живет, нашел ли там какие-то проблемы, может ли он что-то сказать об этом. И завтра я планирую написать Херардо, это риэлтор, который показывал этот дом, с вопросом по поводу документов на этот дом. Есть ли эскритура дефинитива публика, чтобы можно было этот дом смело и спокойно сразу переоформлять на свое имя. Таким образом, если бы мне удалось его взять, ну там, не знаю, за 18, это было бы прям супер сладко, ну допустим даже за 20. С этим арендатором, который платит, я не помню сколько, наверное 200 тысяч песо в месяц или может чуть меньше. Место просто шикарное. И вот там, если сделать из этой квартиры потом моноамбиент и сдавать даже помесячно, это будет просто бомба. И до времени освобождения, ну, буду вынужден все-таки снять что-то помесячно. Посмотрю, если не найду ничего на аргентинских агрегаторах, буду вынужден обращаться к международным Airbnb и Booking. Так что завтрашний день принесет много новостей. Посмотрим, как он у нас пройдет. Так что до завтра.